Антон, смотри! Офигеть! Это же Красная площадь! Ага, она самая. Ну и народу тут. Но красиво, не спорю. Очень красиво! Слушай, а где Кремль? Вера, ну ты даешь. Вот же он, прямо перед тобой. Видишь эту огромную красную стену? Точно! А собор тот, который как из сказки. Это собор Василия Блаженного. Вон он, разноцветный такой. Все туристы ради него и приезжают. Реально как игрушечный. Можно фотку сделать? Конечно. Давай, вставай вон там. Отлично! А я хочу еще на экскурсию. Есть тут какая-нибудь интересная экскурсия? Да их тут полно. На каждом шагу предлагают. Тебе какую? Не знаю, но чтобы все сразу показали. И Кремль, и соборы. Понятно. А где билеты брать? Вон там кассы, кажется. Видишь очередь? Вижу. Ладно, пошли узнаем про интересную экскурсию. Антон, а сколько стоит билет? У нас хватит денег? Сейчас посмотрим. Так, вход в Кремль. 500 рублей с человека. Блин, дорого. Не особо. Для такого места нормально. У меня есть деньги. Точно? Ну ладно. А когда начало? Не хочу ждать 3 часа. Написано, что следующая экскурсия через 15 минут. О, класс, успеем. Давай берем билеты. Давай, только смотри, тут написано «Интересная экскурсия по Московскому Кремлю с гидом». Супер, это то, что надо. Берем эту интересную экскурсию. Ладно, 2 билета, пожалуйста. Антон, а куда идут все эти туристы? Куда? Наверное, в ГУМ. ГУМ? А что это? Это старый торговый центр. Очень красивый внутри. Там еще лучшее мороженое в Москве продают. Мороженое? Я люблю мороженое. Знаю, но сейчас нет времени. Мы же на экскурсию идем. Ну ладно, а какое это мороженое? Чем оно особенное? Это мороженое делают по старому советскому рецепту. В вафельном стаканчике. Очень вкусное. Хочу попробовать. Пойдем туда после экскурсии. Договорились. Сначала интересная экскурсия, потом мороженое. О, смотри, музыкант. Ага, играет на баяне. На баяне? А что это такое? Баян– это русский инструмент, типа аккордеона, только больше. Прикольно. Как красиво он играет. Это русская народная музыка. Мне нравится. Очень атмосферно. Вот видишь, Россия– это не только музеи, это еще музыка, традиции, люди. Антон, смотри, там уже собралась группа. Да, это, наверное, наша экскурсия. Пошли туда. А кто вон тот человек с флажком? Это экскурсовод. Он будет рассказывать нам обо всем. А он много знает? Конечно, экскурсоводы специально учатся. Они все знают про историю. Круто! Я тоже хочу много знать. Тогда слушай внимательно. Антон, а о чем он сейчас говорит? Он рассказывает об истории Кремля. Говорит, что Кремлю больше 500 лет. Ничего себе! 500 лет! Это очень старо! Да,
Древняя крепость. Тихо, слушай дальше. А кто построил Кремль? Разные люди. Сначала русские князья, потом Иван III пригласил итальянских архитекторов. Итальянцев? Серьезно? Серьезно. Вот видишь, какая интересная экскурсия. Узнаешь новое. Да, реально интересно. Вера, смотри, Успенский собор. Ого, какой красивый! А какой он старый! Очень старый, 15 век. Круто! А зачем его построили? Тут венчали царей на царство. Это главный собор был. Венчали? Что значит венчали? Ну, делали их официально царями. Коронация называется. А, понятно. А можно зайти внутрь? Можно. Пошли посмотрим. Тихо тут. Да, тихо тут. Это же церковь. Не шуми. Понятно. А что это на стенах? Это фрески. Старинные росписи. Фрески? Старинные? Очень древние. Несколько веков им. Офигеть! Так красиво! Вот видишь, стоило пойти на эту интересную экскурсию. Да, очень стоило. Ух, устала немного. Потерпи, мы еще не все посмотрели. А что еще есть? Царь-пушка. Самая большая пушка в мире. Самая большая? Вот это да! А где она? Вон там, видишь? Вот она, царь-пушка. Офигеть! Она правда огромная. А она стреляла? Представь себе, ни разу. Почему? Потому что ее сделали для красоты. Ну и чтобы врагов пугать. Пушка для красоты — это так по-русски? Ага, у нас все с размахом. А сколько она весит? 40 тонн. 40 тонн? Не может быть! Может. Вот видишь табличку. Читай. Да, правда. 40 тонн? Это ж сколько? А вот и царь-колокол. Еще один царь? Ага. Россия любит все самое большое. Вижу. Ого, какой огромный колокол! А почему он на земле лежит? Потому что его не смогли поднять. Слишком тяжелый. А почему там кусок отломан? Был пожар. Колокол треснул от жары. Жалко, такой красивый был. Ну да, но он все равно классный памятник. Да, хочу фотку с ним. Давай, вставай, я сфоткаю. Готова? Готово. Получилось классно. Покажи. О, да! Отличное фото! Кому отправим? Маме. Она обрадуется. Точно! Напишу ей. Мы на интересной экскурсии в Кремле. Отлично. Отправляй. Фух, ну что, экскурсия закончилась? Да, мы все посмотрели. Это была реально интересная экскурсия. Согласен. Мне очень понравилось. И мне я столько всего узнала. Вот видишь, туризм — это полезно. Полезно и весело. Точно. Ладно. Ну что, идем в ГУМ. Идем за мороженым.
Помнишь, я обещал тебе самое вкусное мороженое? Помню. Пошли скорее. Я уже хочу. Антон, а сколько времени мы гуляли? 2 часа, наверное. 2 часа? Казалось меньше. Потому что было интересно. Когда интересно, время быстро летит. Это правда. А куда завтра пойдем? Куда? Не знаю еще. Какие еще есть музеи в Москве? Третьяковская галерея. Там картины русских художников. О, хорошая идея. Тоже интересная экскурсия будет. Точно. Я люблю интересные экскурсии. Ага, Москва классный город для туризма. Очень классный. Тут столько всего интересного. Вот и ГУМ. Ого, какое красивое здание! Да, это исторический торговый центр. 100 лет ему уже больше. Круто! А где там мороженое? Пошли, покажу. Там внутри киоск специальный. Вау, как красиво внутри! Правда? Тут 3 этажа и все такое нарядное. Прям как дворец какой-то. Ага, раньше тут самый главный магазин страны был. Прикольно! А где мороженое? Вон там, видишь, очередь? Вижу, пошли. Антон, а сколько стоит мороженое? 100 рублей. Недорого, как для такого места. Ну да, специально цену держат для туристов. Хорошо, беру. Я тоже. 2 мороженых, пожалуйста. Вкусно. Очень вкусно. Правда? Реально лучшее мороженое. Я же говорил, гумовское мороженое — это легенда. Теперь понимаю, почему. Антон, спасибо за сегодня, За что? за интересную экскурсию, за мороженое, за компанию. Да ни за что. Мне тоже было классно. Это был лучший день. Согласен. Мы много увидели, много узнали. И попробовали легендарное мороженое. Ага, вот что значит туризм в Москве. Да, Москва классный город. Очень классный. Ладно, ну что, пойдем домой? Пойдем, устала я. И я. Но завтра новые приключения. Точно, завтра Третьяковка. Договорились. Еще одна интересная экскурсия. Да, я уже жду. Тогда пошли. До завтра, Красная площадь. До свидания, Кремль. Спасибо за интересную экскурсию. Пошли, пошли. Хватит разговаривать со зданиями. Ладно, пошли.